Ребята, приветик! В Одессе пролетает снежок. Такая красота. Ну, вчера немножко я погуляла. Сегодня не знаю. Может, тоже решусь. Я сегодня со спецзаданием. У меня очень быстро высыхают орхидеи. Только не успела полить, даже в закрытой системе, уже все сухое. Я вот тут уже начала снимать все. Не отсюда, тут у меня поливочная вода, а отсюда, с этой полки. Я в шоке, я просто не успеваю, девочки, просто не успеваю. Они просыхают моментально. Вот смотрите, каменная роза, она вся уже подсохла, уже начинает отцветать. И это тоже красотка. Кстати, скинула она свой этот нестандартный цветочек. Все-таки все, что ненормальное, оно все орхидеи скидывается быстро. Так, привязанный мною хоткис, красавчик. Вот, он такой классный. Открыл все бутончики, я с ним аккуратно. Так, Вулкейшн цветет. И я вам показывала бургунди моя красотка бургунди. Девочки, смотрите, первое цветение этой замечательной бабочки. Я не знаю, по-моему, я своим показывала, бегала, рассказывала, какая-то красота. Все пришли в полный восторг. Не помню, девчонки, вам показывала или нет. Вот 3 бутончика. И вот смотрите, на одном бутончике напитали, вот как будто кто-то откусил. Видите, интересная какая. Мне очень нравится ее нарядная губа, такая яркая. И вообще она очень нарядная. Не знаю, как там будут кружева Виктории. Там тоже 2 бутончика на ней. Ну, это мне очень бургунди. Зашла, прям зашла. Красавица. Так, ну Юкидан мой здесь продолжает набирать свой размер. Вот такой юкидашка. Красавчик. Так, все продолжает распускать свои бутоны мой Сога Лоуренс. Очень яркий, великолепный такой мальчик. Обожаю эту зимнюю сказку под названием Санта-Клаус. Смотрите, как он горит прям. Горит на солнышке. Сегодня прям в Одессе солнечно. С утра пролетает снежок. Замечательно. Вот, девчонки, 2 бутончика. Пока не скинула. Это вот это Victoria's Secret. Очень тонкий цветоносик у нее, такая себе дамочка. Здесь тоже 2 пилорика должны открыться. По-моему, кто-то из них. Вот это, по-моему, калейдоскоп. В общем, посмотрим. В скорости увидим. Так, и здесь где-то было еще распуск. Он спрятался там. Вон, видите, вон там вот такая звездочка. Это в сельпо мне Сережа купил летом. Она ему очень понравилась, эта орхидея. Вот такой она имеет домашний вариант цветения. И вот смотрю, что сегодня начала вять. Это прелесть. Надеюсь, что это не проблема, хотя здесь проблема есть. Возможно, это начал отмирать цветонос, а возможно, это просто она скидывает цветение. Не знаю. Ну, в любом случае, посмотрим. Так, а сейчас я буду добираться наверх и аккуратно разбирать вот эту. А может, не буду разбирать. Сейчас, знаете, сейчас стану на стульчик, пролью эти 3 горшочка, ну совсем уже сухие, девочки, смотрите. Закрытые системы буквально там за 1,5 недели все высохли. У меня здесь очень жарко. Отопление и прямо вау-вау. Надо успеть, иначе скинут цветение. Сейчас подлила, кстати, нашего с вами любимчика. Вот он. И вот цветочки, вот они. Это наш красавчик Патрик. Ну что-то мне кажется, что его бутоны похожи на бабочки. Как думаете? Или мне так кажется, девочки? А ну, повангуйте. Кто вот в курсе? Бабочки, наверное, да?
Может, будет похожа на Джанет Брэндон. Кто его знает. Ну, будет повод купить, как я хотела, вот такого вот. Ну, посмотрим. Покажу вам, сняла уже здесь, ой, эту красоту. Тамару, бабулетку. Смотрите, что у нас осталось на наших рожках. Ой, так удивительно, вот у нее сидит цветочек. Вот с таким вот, видите, прикрытием. С такой интересной зеленой, как это сказать, с таким лепесточком. Ну вот здесь вот видите. Он потом остается вот так вот торчащим. И вот здесь вот болтается всего лишь один цветочек, но настолько яркий, красивый. Здесь понадоращивала. Вот так это выглядит. Красивенько. Ну и здесь недавно открыла бутон. Вот такой вот интересный. Так, помните наши детки, которых мы мазали? И что мы тут имеем? Ой, девочки, цитокининовая паста. Что мы по итогу имеем? Гляньте, что это. Вот это вот так выглядит. И вот здесь вот так. Из одной почки выросло вот такое непонятно что. Мне кажется, что это уже отмирает, как сохнет. Здесь выше вот такая кракозябка. Ну вот так вот. А, и вот здесь еще есть. Я тут мазнула, так мазнула, девчонки, видите? И вот здесь вот так вот. Я не знаю. Показываю вам, что уже прошло полгода после того, как мы намазали на ней почки. Вот она себе продолжает цвести, и вот там особо она ничего не старается растить. Ну вот какие-то непонятки. Вот здесь она, по-моему, тоже что-то вот самостоятельно какую-то почку оживила, потому что я не все мазала. Ну вот 100% мазала эту, 100% мазала эту, потому что нельзя прям все намазать и ждать, пока орхидея того. Так, я ее полила, но мне кажется мало, надо больше налить. Она крупная дама, ей надо повлажнее, но она мне очень нравится, классная, да? Смотрите, неончик, такая вот пилорик бабулетка. Не часто встретишь такой вид мутации. Интересная. Интересная. Я развернулась, тут у меня уже полив вовсю идет. Смотрите, моя Измаэли стала вообще нежной такой красивой квиточкой. Посмотрите, как она преобразилась. Прям розовая подружка. Розовая. На 4 бутона в домашнем цветении. Вот так это выглядит. Я ей налила вниз водички, и она стерпает. Так, ну кустик у нее не очень такой, знаете, не имеет он прям такого мощного, здорового вида. Ну, а цветение получается на дорощенной почечке, на цветоносе садовника. Вот такая прелесть. Ну, чем-то она меня цепляет, она мне нравится очень, я не знаю. Не знаю, может быть, величиной цветка, так повышено солнышко ее. Может быть, вот этой своей необычной краской, нежной, пастельной. Интересная, да? Девочки, ночь прошла, тьфу-тьфу. Ну, по крайней мере, у меня. Я спала, как убитая. Утром мои повставали, а я говорю, закройте мне, пожалуйста, дверь, я буду спать. Мой организм хочет сна. Я неделю из-за кашля толком не спала, из-за температуры. Так, моя кимоношка. Начала, кстати, все вот, видите, первый цветочек на веточке начал уже все отмирать. Так жалко. Так жалко, но ничего не бывает вечно. Орхидеям тоже нужен отдых. Ой, великолепная.
великолепная, роскошная красота. Так, кто здесь мне в нос прямо? Угу, тут у меня тоже полное великолепие. Пират распускается. Ой, что-то прокапывает. Вот ее я хорошо пролила. Здесь пока поставила, пускай они тут немножечко постоят здесь. Потом я полью те горшки крайние и вернусь к ним. Так, Туша Какуша, Туша Какуша. Туша Какуша в полном распуске практически. Ну вот смотрите, девочки, как он загнул лепесток. Выгнулся весь. Ну что такое, Тошик? Что у тебя там за перемычка выросла? Ну смотрите, мальчик в кепочке родился. Нравится он девочкам. У него здесь прям какая-то срослась, видите? Вот, колонка срослась с верхней сепалей. Как вам показать, девчонки? О, я такое тоже не наблюдала еще. Вот, понимаете? Вот, смотрите. И получился вот такой вот формат. Но мне вот очень он нравится. Я его сегодня взяла и думаю, господи, ты так высох. Он налила воды ему сколько. Но я еще сейчас долью, потому что смотрю, что корни прям высохли, и нижние листья, вот они прям, Тоша забрал с них всю влагу. Но он классный. Так, давайте на солнышко поднимемся, я вам его на солнышке покажу. Вот такой вот он красавчик. Вау, вау, вау. Посмотрите, какой вау-эффект, да? Какой-то прям радостный неон. Радостный неон. Нарядная очень орхидея. Прямо, вы знаете, я прямо влюблена в него. Скажите, Аня, в кого ты не влюблена? Какую не возьми, от всех кружится голова. Вообще. Вот, например, пират. Так, это я держу. Вот они вот так вдвоем смотрятся. Пират по-своему хорош. Тоже с таким же красным язычком, как и Тоша. Видите, что творится? Пират в этом году у меня решил не растить, как в прошлом, 1,5-метровый цветонос. Но вот так вот он решил процвести. Умничка, умничка. Единственное, что я не люблю, когда он начинает выцветать. Это мне, конечно, не нравится. Так, ну Сейн тут вообще молодец. Из-за того, что я здесь хожу постоянно, цветоносы, видите, перестали свой рост. И здесь то, что окно, на втором цветоносе тоже рост бутонов прекратился. Так, желточек мой так и цветет. Еще не скинул ту загадочный цветочек. Нет, не скинул. Тут вообще Змей Горыныч двухголовый. Ну, скоро, значит, скинет. Так, беляночка наша с вами продолжает цвести. Magic Art. Кстати, девочки, кто-то из вас... Сейчас я возьму сюда поближе. Кто-то из вас мне написал комментарий недавно. Вы уже продали детку Magic Art? Я прям опешила. Дело в том, что я не продавала детку Magic Art. У меня просто ее никогда и не было. Пенивчик. И я удивилась. Наверное, меня с кем-то перепутали. С кем-то меня перепутали. У меня Magic Art, вот он, мой красавчик. Так, сейчас я пенифа сниму. Тут надо, для того, чтобы поливать, надо снимать каждый, потому что надо посмотреть, просохли или нет. Тут на стоечке поливались недавно, но уже просохли. Так, стоечка тоже будет сегодня поливаться. Сейчас, девчонки, мы с вами полюбуемся и, боже, и будем поливать. О, я хочу Magic Art развернуть, но он еще влажноват. Хочу на него полюбоваться. Куда ж мне его поставить? О, боже мой. Вот так.
Я хочу, чтобы вы увидели это величие. Его Величество Magic Art. Вот такой красавец на 2 цветоноса. Куст большой. Вот сезам у меня еще огромный. И этот большой. Видите, девчонки? Очень крупный цветок. Magic Art. Красавчик. Красавчик. Ну вот так это смотрится. Ему надо отдельное почетное место. Красоту. Видите, какая симметрия. Не у всех цветочков один такой получился. Обожаю его. Это получается 2 цветоноса этого сезона. Видите? Вот один и второй. И вот так вот я его не развела вот так в стороны. Он в окно смотрит. И здесь еще надоращивал. Старается, старается. Очень красивый. Так, сейчас я это все полью. И залезу туда, там полью. Все, девочки, покой нам только снится. И я еще увидела у розочки. Сейчас пройду здесь. У розочки увидела, видите, какой желтый дручок торчит. Это, девчонки, надо срезать. Она вдруг решила цветонос старый. Так, никто не упадет. Старый цветонос решила зажелтить. Вот он какой. Надо его обрезать. Здесь у нее такая посадочка, видите, рыхлая. Ей здесь нравится. Вторая наша розочка тоже там растет неплохо. Ну как растет? Она еще не растет, которую мы с вами пересадили. Она у меня, я пытаюсь ее извлечь, чтобы никого не завалить. Она у меня там, запутались цветоносы. Ой-ой-ой-ой, ты не грохнешься. Так, так, так. Она у меня там уже отцвела, ту, которую мы пересаживали, потому что любое вмешательство чревато тем, что начнет скидывать. Так, сейчас, девочки, бутоны. Так и случилось. Так, ну здесь еще вот цветение есть, но оно уже начинает уходить. Хотя доращивает, но уже начинает уходить. Я тут крепила здесь. Я крепила на палочку. Думаю, что здесь соскочило. Так, в общем, вот это надо сейчас пойти взять хороший секатор острый и обрезать. Цветонос, наверное, позапрошлогодний. Старый. Все, что осталось у нас с тобой. Так что вот так, девчата. В общем, все. Меня ждет масса увлекательных занятий. Рассматривание, полив, расставление по местам. Чего я вам желаю. Получать настроение прекрасное. И от сегодняшней снежной погоды у нас где-то -5. И от наших прекрасных орхидей. Все, друзья мои, всем мира и добра, всем всего самого-самого наилучшего. До встречи в комментариях. Девочки, гляньте, сколько я ей воды этому монстру налила. Монстр, потому что пьет как не в себя. У меня здесь внизу камешки, крупные куски коры. И вот она уже, смотрите, там мох кое-где. И она вот уже даже новую корневую начала растить. Я вам хочу сказать, что через неделю тут уже будет сухо-сухо. Вот видите, сколько, блин, тут не 2 пальца воды, тут все 4. И я еще, чтобы она не переворачивалась, я ее в еще одну кашпо ставлю. Иначе она просто у меня переворачивается. Такая вот
великанша крупноцветковая. Бум-бум-бум. Все, я за нее буду спокойно. И эту красоту я тоже вот все лью. Вот эту розовощекую. Это мой, как она называется, Golden Apple, как мы с вами определили. Сейчас вот долью пока, чтобы было вот прям много. Вот здесь, чтобы вода стояла. И она будет подтягивать. И хватит тоже, может, дней на 7, на 10. Ну, это вот пока вот так вот тепленько. Все. Достаточно. Великанши. Великанши. Красотки.